Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 августа. Чего ждать? Или что вас ждет? Что прояснится? Давайте узнаем подсказки карт, а я вас хочу пригласить на свой сайт и оставлю ссылку в описании под видео. И действительно, что тут у нас прояснится? Я такое могу допустить, потому что первая декада по 10 число у нас будет ретро-Меркурий. И мы знаем, это словно все становится на паузу, никто не звонит, какие-то договоренности не срабатывают, происходят задержки на транспорте, вовремя не полученные документы, какие-то согласования, которые прежде договоренности тоже были, а это тоже тут как-то все не состыкуется, не срабатывает, и это нормально, тем не менее. Ретро-Меркурий, он вот нам всегда дает такую путаницу, неразбериху, а кроме этого еще и информационные какие-то сбои могут быть и по части информации, ну, как какая-то белиберда или где-то искаженная информация. Поэтому перепроверять – это хорошая практика. И если бы прежде мы это воспринимали, ну, где-то остро, а 9 числа у нас осетровое полнолуние в Козероге. И это энергии такие более умиротворенные. Поэтому мы не воспринимаем слишком личностно. Мы можем даже сказать: "Ну, не получилось, а и ладно". То есть мы не будем очень переживать по какому-то вопросу. По крайней мере, если бы это было в какое-то другое время, мы бы переживали, значительно больше. И вот уже середина с 10 по 20. Жизнь постепенно набирает темп. А к концу месяца августа это там, я так думаю, еще что-то будет более ускоряться. Поэтому давайте первой картой так и спросим. Так что ж там прояснится у вас? Какой вопрос? С чем это связано? Что прояснится? Что уйдет, мои дорогие? Имеется в виду, может быть, все же вам и удастся какую-то тему подвести к итогу или разрешить какой-то вопрос. А что придет взамен? Достанем 3 карты, как знаки судьбы. Первый знак судьбы. Что вам важно услышать? Что нужно принять во внимание? Третий знак судьбы. И карта совет. Откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что ж там у вас будет проясняться. А вот смотрите, какая-то история любви. И по пажу чаш, может быть, это было недавнее знакомство, я такое допускаю. Вы могли идеализировать партнера, особенно по пажу чаш. Может быть, вы и сами к каким-то отношениям относились, ну так, слегонца, не больно-то серьезно. Я это тоже могу допустить. И вот здесь, видимо, вы будете что-то прояснять. И у каждого здесь по-разному. С одной стороны, нам карта говорит, человек мечтает, нам тут сердечко, да, руки, которые именно в соединении тоже сердечко образуют. А тем не менее, вот в мыслях, да, что там в мыслях? Пустая чаша и хрюшка с крыльями. Свиньи не летают, а у разбитого корыта остаться ну никак нельзя. Я могу допустить попажу чаш, все-таки может проигрываться и рабочая ситуация, почему нет? Тогда эта карта будет символизировать, что был какой-то проект, была какая-то надежда, но что-то пошло не так. Или, мои дорогие, вы с чем-то просчитались. Или, может быть, вы до последнего момента, опять же, верили, что человек откликнется. Или эта ситуация, ну, как-то разберется. Во что-то не хотелось верить. А тут мы приходим к тому итогу, который есть в нашей реальной жизни. Давайте я немножко проясню. Это вообще про что? Но тут мы именно понимаем, что мы кого-то наделили, или буквально человека, или мы себе представляли, что какой-то вопрос решится, тема закроется, а этого не произошло. Но настроение, кстати, если мы говорим в целом, ну, мы спросили, что прояснится, немножко другую как бы тему задали этой карте, но в целом настроение как раз тут неплохое нам обещают. Так что же прояснится? Ну вот да, тут могут быть серьезные вопросы. По справедливости это вопросы, связанные с судом. Или пусть не сам суд, а четко вопросы по документам. И сложно оформить эти документы. Может быть, у кого-то это будет связано с работой, когда, ну, тут нужно или важные согласования, важные бумаги.
И что-то у вас тут явно не стыкуется. Карта отчасти говорит, что ты поступай обязательно по закону, не пытайся что-то обойти. Где-то не слушай. Вот иногда по этой карте, если все же у нас рядом старший аркан справедливость, тут знаете, как какая-то могущественная невидимая сила ведет вашу историю. И могут быть просто личности, которые вам что-то обещают, а за этим абсолютно ничего не стоит. Поэтому и карта говорит, если ты поступаешь по закону, то и закон тебя бережет. А что это еще? Вот мне интересно. Есть какое-то взаимодействие, словно оставайся в этом взаимодействии, но, может быть, у кого-то и союз, правда. Я могу допустить и любовный союз, почему нет? Солнце во льве, мои дорогие. Тут как раз тема любви вспыхивает с новой силой. Причем это не та любовь, которая платоническая. Да нет, тут нам про страсть. Солнце во льве. Причем такую страсть очень яркую, сильную, выраженную, с сильным шквалом эмоций. И здесь тоже шкалит. От разочарований до восторга, восхищения. Тут что-то вот такое. А когда мы во власти эмоций, вот мы и не видим какую-то реальность. А у вас, тем не менее, на кону стоит по аркану справедливость. Какой-то важный вопрос, и его нужно решать холодной головой, это точно. Может быть, двойка пентаклей говорит, тебе придется объединять, чтобы что-то прояснилось, как и вот эту холодность суждений, знание закона или консультации со знающими людьми, юристы, адвокаты, чиновники. Вы тут точно можете куда-то отправляться, понимать или хотеть понять, как какое-то дело обустроить, решить какой-то вопрос, но одновременно вопросы личной жизни. Тут просто придется соединять в себе две разные энергии. И я должна сказать, мои дорогие, и неважно, кто смотрит, мужчины или мои дорогие девочки, король кубков, ну пусть король, ну мы не рассматриваем Попову карту, и это единственный персонаж король в колоде, а эта карта отчасти ваш сигнификатор. Так вот, у него энергетика сродни мага, потому что именно король кубков умеет переключаться между разными полярными энергиями. Где-то прагматика, рационализм и любовь, и чувства. И он не смешивает это все в одну кучу, не складывает, иными словами, в одну корзину и яйца, и камни, чтобы там непонятно что получилось. Всему свое время просто. И вот у вас есть время и любви, может быть, об этом, и вдохновению, и нельзя это упустить. Но есть еще и те вопросы, которые требуют рационализма, и вы должны это объединить. Вот я для большинства именно такую позицию вижу. И тогда у вас, правда, шаг за шагом что-то проясняется. Что же уйдет? Возможно, вы куда-то собирались поехать. Возможно, вы собирались работать на дому. Может быть, вы уже начали что-то даже изучать, поэтому в этом направлении, по этой части. Здесь, знаете как, что уйдет? В первую очередь по аркану мир дистанция какая-то уходит. Может быть, и дистанция в взаимоотношениях, может быть, на расстоянии вы были, а здесь вы будете думать, как встретиться. Но может быть еще и дистанция по времени, что-то было затянуто, это точно. А вот теперь вот эта дистанция как будто сокращается. Давайте еще одну карту. Но уйдут пустые надежды, это точно. Ожидание какое-то уйдет. Может быть, и длительное ожидание. У кого-то тут ведь у каждого по-своему. Как будто девушка ждет и смотрит она в никуда, вдаль. Не видит вот рядом с собой кубок. Вот его надо все-таки увидеть. Но аркан мир– это очень добрая карта. И поэтому как будто с одной стороны весь мир перед вами. Но как провзаимодействовать с этим миром? Вот в этом вопрос. И у вас как будто будет какая-то, может быть, лазейка, мои дорогие, или его величество случай. Ваша задача вот не предаться какой-то апатии. И я больше вижу, хоть у нас тут и кубки, и карта мир, здесь, тем не менее, может быть какая-то тема, все же это старший аркан, который у кого-то буквально проиграется. Может быть, как это ваше личное дело, причем, когда вы контактируете или у вас дело в таком масштабе,
когда или, может быть, есть какие-то партнеры, контактные лица, которые тоже от вас находятся на расстоянии. Я здесь вижу больше расстояния. И если уходит, как будто, может быть, и девушка печалится именно потому, что какая-то встреча не состыкуется никак. Или не может она отправиться, или к ней кто-то не может приехать. И я так вижу, что вот именно это ожидание, оно закончится. Но если это касается вас самих, и именно вам нужно куда-то поехать, тогда вот эту чашу нужно не упустить. И, понятно, апатия не помогает. И вот этот вот такой пространно-блеклый взгляд в никуда, он тоже не поможет. Здесь нужно крутить головой буквально. Тут нужно что-то увидеть. У вас есть возможность, но уйдет, нам говорят. То есть сегодня она есть, а завтра не будет. Куй железо, пока горячо. Не упустите, правда, какую-то возможность. А что придет взамен? И тогда праздник после победы. Уверенность. Вы сумеете решить, мои дорогие, какую-то, есть, по крайней мере, возможность. Но вот все то, что я только что сказала, это будет важно. Возможность, она вот пришла сегодня, ну и куй железо, пока горячо. А если ты решишь, что я подумаю, решу завтра, может быть, послезавтра, ну и все. Прощай, эта песня. Но я могу такое допустить. А тут именно праздник после победы, когда мы что-то делаем вовремя. И, может быть, по аркану мирным оно уйдет. Вот именно это хотят нам передать карты. Эта возможность, она не будет длиться вечно. Но ты можешь что-то подвести к итогу и, ну, буквально больше по какой-то теме не переживать, может быть, и забыть. Вот у вас с 10 по 20 есть такая возможность. Не просто быть победителем, а еще и праздник себе устроить. Будьте внимательны. Знаки судьбы. Ну вот, наверное, какая-то четверка чаш, в никуда взгляд. А тут еще лучше, восьмерка мечей. Это карта искаженного восприятия. Восьмерка мечей, девятка мечей. Это то, чего нет в реальности. Художник очень конкретно изобразил. Смотрим в зеркало и видим совсем не то, что есть на самом деле в настоящей жизни. И это просто-напросто мешает. Поэтому открой опять же глаза. Ты должен видеть реальность. Ты тут не должен какого-то страха нагнать. А еще нам карта в первую очередь подсказывает, если ты будешь пользоваться прежними методами, ничего не получится. Потом опять будешь сидеть и анализировать. И туз жезлов очень часто, пусть не в этой колоде, делит период нашей жизни, точнее всю нашу жизнь, на период до и после. И вот вы что-то подобное проходите сейчас. Вы как будто шли и вот в конечном итоге куда-то пришли. Ну, так условно говорим, да. И вы теперь делаете какой-то очень основополагающий выбор или какое-то очень важное решение. Может быть, у кого-то работа, у кого-то личная жизнь, у кого-то все вместе. Но потом это как новая точка отсчета, мои дорогие. И поэтому тут нечего горевать. Но и если мы говорим «новая точка отсчета», не оглядывайся назад. Вы можете себе такого надумать. И правда, мы когда сядем размышлять, ох, мы многое тут можем передумать и даже можем выдумать того, чего и нет в помине. Вот как раз об этом и карта. Как будто сними повязку с глаз. Реальность, она другая. У тебя сейчас прекрасная возможность, как и подвести что-то к итогу, так и словно с низкого старта что-то для себя такое волшебно доброе сделать, что ты будешь не просто рад, а будет еще в твоей жизни праздник. Причем за 10 дней вот вы можете какой-то квантовый прорыв или скачок сделать. Второй знак судьбы – рыцарь чаш. Это может быть и знакомство, это может быть и встреча, это просто любовь. Карта нам говорит, вдохновись моментом. Для вас будет важно, когда есть человек, который именно вас вдохновляет. Говорит комплименты, или это если для девочек, да, ну, как-то вот участие, может быть, проявляет. Пусть это не куда-то туда далеко бегут отношения, потому что по этой карте нам говорят, ну, ты тут сам не ускоряй что-то или сама не ускоряй. Просто вот именно порадуйся моменту, потому что для тебя вот эта перезагрузка сейчас совершенно необходима. И пусть время там потом расставит все по своим местам, но это как знак судьбы. Может быть, и
Для вас, мои дорогие мужчины, есть какие-то отношения, которые и вас точно так же, как на новую ступень счастья возносят. Или, может быть, это есть, когда вы будете есть любимая женщина, когда это вы будете дарить подарки, когда вам захочется быть вот именно с этим человеком, и это вас тоже вдохновляет. Где-то мы можем и расслабиться, мы можем и отдохнуть, но одним словом, карта нам показывает, что есть какие-то отношения, которые для вас важны. И тут уже не важно, кто смотрит. Да, конечно, люди приходят в нашу жизнь, и не всем им суждено быть надолго. Ну, пусть даже на какой-то короткий срок, вот как говорит карта, но тебе это необходимо. Третий знак судьбы. Ты потом, вот эмоции, они вам просто как жизненно важны. Так вот потом по королю Пентаклей ты будешь все расставлять по местам. Король Пентаклей – это уже не про вдохновение, это совсем наоборот. Это, знаете, такое, ну, консерватизм. Вот как раз с вдохновением у короля Пентаклей сложно, с эмоциями где-то тоже, но зато это надежные люди. Может быть, это потом вы будете какую-то свою стратегию, тактику финансовую выстраивать. У кого-то это может быть как подсказка, держи все под контролем. Или вот в этих вопросах, которые касаются денег, важных бумаг, работы, вот здесь не добавляй опять же эмоций. Эмоции в одном месте хороши, да, а если чего-то конкретного касается, то туда эмоций не добавляй. Опять же, это все то, что вы умеете делать. Но это очень такая продуктивная, добрая карта и перспективная. Как с одной стороны, она может свидетельствовать о том, что человек у вас есть такой надежный. Может быть, и буквально иногда проходят люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли. Может быть, имеют там асцендент. Возможно, это и партнеры по бизнесу. Или пусть это даже как в лице руководителя, который вас поддерживает. Поддержка какая-то у вас определенная есть. И значит, в вопросах работы у вас что-то получится очень хорошо. Даже если запутанная какая-то история, правда, мои дорогие, тут ведь можно сделать что-то волшебное. Причем, да, знаете, когда не просто победа и праздник, а это уже все же по королю Пентаклей какой-то длительный период. И это здорово. Это вот такой знак судьбы, вот такая возможность. Совет, Верховная Жрица, перепроверяй информацию. Слушайте свою безусловную интуицию. Но основной, наверное, совет – это именно доверяй, но проверяй. И мы с этого начали. Может быть, и будут какие-то недосказанности. Не все вам человек, может быть, расскажет. А может быть, даже не замышляя там какой-то хитроумный план, человек может счесть, что, ну, это какая-то несущественная деталь, понимаете? Поэтому вот вам держать все-таки руку на пульсе нужно. Ведь это карта независимого человека. Когда и он все равно свои какие-то приоритеты сохраняет. И если необходимо, и чтобы собой не рисковать, он как будто так и в тень готов отойти. У него всегда по Верховной Жрице есть какой-то запасной аэродром. И вам эта карта идет в совет. Значит, мои дорогие, два момента самых главных. Перепроверяйте информацию и будьте готовы вот к этому маневру. Тут вам молчание буквально помогает, когда вы сами на своей волне, а у вас это получится. И интуиция у вас работает блестяще. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я хочу вас поблагодарить, что вы смотрите мои видео. Благодарю за ваши волшебные добрые комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.